испытания схемы в реальных условиях, которую я уже давно обещал сделать. Это, наверное, самая простая электронная нагрузка, которую можно придумать со стабилизацией. В этом видео мы разберем, как она работает в реальных условиях. Я испытаю, точнее, я не буду нагружать вот этот мой блок питания. Мы посмотрим, как она будет стабилизировать ток. Также я проверю ее на время. Посмотрим, погоняем несколько десятков минут, чтобы увидеть, плывет ток или нет. Также буду потом менять напряжение от минимума и вверх. И посмотрим минимальный порог, при котором начинает работать эта нагрузка. А также посмотрим верхние показания. У меня блок питания 20 чем-то вольт выдает. Теперь, что будет дальше? Я расскажу еще о том, какие я сделал маленькие модернизации. Сейчас эти модернизации, точнее одна, она уже включена в эту схему. И переключение стоит за вот этим резистором. Это все увидим позже. Также я покажу схему уже модернизированную. И покажу свой баг, где я первый раз, когда эту схему печатал, у меня была ошибка в нолике. Ну, она все равно была важная, я это увидел и схему исправил. Сейчас везде эта схема рабочая, включая вот эта схема рабочая и на сайте у меня рабочая. Теперь, что мы сделаем дальше? Мы также испытаем схему в новом режиме, который я добавил в эту электронную нагрузку. Мы тоже ее испытаем, посмотрим, как она работает. Единственное, что видите, что радиатор довольно маленький. Он маленький для вот этого транзистора. Сейчас здесь используется RFZ44. Хотя, как вы понимаете, можете использовать и другие, более мощные полевые транзисторы. Но обязательно, даже когда используете вот этот транзистор, ставьте больший радиатор. Я поставил такой маленький радиатор, чтобы он был плюс-минус наглядно на столе и не мешал. В дальнейшем я планирую поставить вот такой радиатор и даже поменять транзистор. Сейчас у меня здесь уже стоит другой транзистор SK2850. Я его буду использовать в следующей модернизации этого стабилизатора. Так что если вам это будет интересно, чтобы я сделал видео, пишите в комментариях и ставьте лайки. Сейчас стандартная схема. Пока стандартная, даже без модернизации. Начнем испытание ее и посмотрим максимальный ток и минимальный ток, который она может нагружать. Сначала нужно подать питающее напряжение. Вот оно здесь видно, показано. Ток здесь потребления самой электронной нагрузки небольшой, поэтому я использую самый стандартный 12-вольтовый адаптер, кажется 1 ампер от какого-то там тюнера или, не помню, или приставки какой-то. Выкручиваю резистор в крайнее левое положение, подключаю. Все, схема работает. Теперь только нужно ее подключить к блоку питания. Минус и плюс. И теперь наблюдаем за показаниями блока питания. Да, я на блоке питания уже выставил напряжение и ток ограничил 6 амперами. Так что здесь блок питания очень удобный, универсальный, с точностью до миллиампер и милливольт может делать. Кому интересно, где брал, ссылка ниже. Подключили. Все, начинаем испытание. Я начинаю плавно добавлять ток. Смотрите, начинается с нулевых показаний. Вот 0,0 ампер и 0,0 ватт. Я хочу показать сейчас именно то, что схема регулирует с нуля и регулирует довольно плавно. Но кому не хватает этой плавности, можно, сейчас я верну назад, видите, от единиц миллиампер получается. И можно выше. Чтобы сделать более точно, можно добавить второй резистор. Вот здесь вот. Правильно его подключить, и тогда будет еще более плавно. И вот я иду вверх. С нуля начал и поднимаю. Также смотрите, поднимается мощность. Радиатор пока холодный. Я буду за этим следить, чтобы не сжечь транзистор. Во время предыдущих испытаний я уже сжег один транзистор. Оставил ее включенный. И через какое-то время он перегрелся. И вот я потихоньку веду. Я думаю, чтобы не сжечь этот транзистор, потому что вы понимаете, что если я дам максимальный ток и будет максимальное напряжение, то это будет перегрузка для транзистора. Поэтому я сейчас напряжение уменьшу до 5 вольт. Итак, 5 вольт. И я дальше поднимаю.
Смотрите, 2,65. Это сейчас максимальный ток нагрузки, которым она может нагружать наш источник при вот этих вот, именно вот этих параметрах, которые на схеме. Пока еще без модернизации. Давайте теперь проверим, как она будет, допустим, держать ток при напряжении, когда я буду его менять вверх и вниз. Также мы посмотрим минимальное напряжение, которое она еще работает, и посмотрим, ну, как бы максимально это по моему вот этому прибору. Я выставлю сейчас ток 1 ампер. Вот, 1 ампер. И начинаю уменьшать напряжение источника питания. Смотрите, сейчас уже 2 вольта. Ток также самозастабилизирован. Сейчас 1 вольт. Ток застабилизирован. Давайте сделаем еще меньше. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. 0,6 до сих пор схема работает. Так что некоторые писали, что схемы начинают работать от более высоких напряжений. Но нет, это работает даже 0,6. Давайте 0,5. 0,5. Схема еще работает. 0,4. И вот при 0,4 немножко просел ток нагрузки. 0,3. Вот теперь уже существенное проседание началось. Так что схема, я не скажу, что идеальная, но однозначно работоспособная. Особенно она подойдет для начинающих. Тем более собрать ее очень-очень дешево. Никаких дефицитных деталей. Можно использовать даже бэушные. Можно те же транзисторы с материнок. Они очень хорошие, если вы не используете большие напряжения. И как бы собрать на макетке все просто. Единственное, что про радиатор не забывайте. А теперь погнали вверх. Ну, я сразу накручу на максимум. Смотрите, 23 вольта, ток тот же 1 ампер, 23 с копейками ватта. Ну, я уменьшу, чтобы не греть транзистор. Теперь дальше. Я сейчас при этом токе опять выставлю, ну, допустим, пускай 8 вольт, 1 ампер, и оставлю это все на пару десятков минут. Для вас это будет быстро, и я покажу, как бы, какой ток, как он изменился. И вот прошло 20 минут, ток плюс-минус стоит на месте. Так что схема с прогревом. Транзистор довольно разогрет, удержаться довольно тяжело. Поэтому я сейчас уменьшу напряжение, потому что, как я и говорил, радиатор нужно ставить хороший. Итак, мы эту схему испытали, которая изображена. Мы проверили в нее, как она стабилизирует, от каких начинает напряжений, как идет вверх. Потом проверили, как она держит со временем стабилизацию с прогревом, уходит, не уходит. Некоторые писали, что диод будет нестабильно, как бы будет плавать, нужно ставить какой-нибудь стабилитрон. Нет, ничего не нужно. Смотрите, здесь стоит ограничивающий ток резистор, и поэтому он никак не будет нагревать этот диод. А чтобы диод начал плыть, напряжение на нем, он должен прогреться. Этого тока будет недостаточно, чтобы он прогрелся, поэтому этой стабилизации будет достаточно, чтобы она работала. Ну, хотите, поставьте стабилитрон, если у вас есть желание. Теперь о модернизации. Пока я отключу, смотрите, у меня на схеме, на плате точнее, запаяна вот эта вот перемычка желтенькая. Это я снял с компьютерной материнской платы. А также здесь стоит два диода. Последовательно включенных два диода вот в этом участке. И один из них зашунтирован перемычкой. Сейчас как бы работает только один диод. Я теперь снимаю эту перемычку. И теперь получается у нас здесь последовательно два диода. И напряжение на вот этом регуляторе в 2 раза больше. И опять ее испытаем. Посмотрим, как это повлияло на работу самой схемы. Опять в крайнее левое положение. Подключаю, выставляю 5 вольт. И начинаю регулировку. Опять она начинается с нуля. Побежали. 1, 2, 3, 4, 5. Почти 6 ампер. Чуть меньше 6 ампер.
Показания схемы практически улучшились в 2 раза по току. Но опять не забываем про радиатор. Теперь о моем косяке. Итак, вот эта схема, как я и сказал, рабочая. Давайте теперь глянем на схему, которая была сначала, и она не работает. Вот смотрите, та схема, которая с ошибкой. Здесь попутаны два резистора, точнее их номиналы. Вот этот должен быть 100, а здесь стоит 10 в коллекторной цепи. А в цепи базы сейчас 100, а должен быть 10. То есть наоборот. Поэтому я это все увидел, схему отредактировал и вернул назад как положено. Вот рабочий вариант схемы. 100, 10. И теперь мне интересно ваше мнение. Какие у вас есть варианты модернизации именно вот этой простой схемы на 2 транзисторах? Может быть, добавить 3-й транзистор, может быть, как-то поменять обвязку. Но пока мы не будем касаться схем более сложных, допустим, с тем же операционным усилителем, я не имею сложных в сборке, именно сложных, как разобраться со схемой. Поэтому, если кому будет интересно полностью, как это работает схема, она у меня есть собрана в эмуляторе, говорите, пишите, и я постараюсь тогда сделать видео с подробным обзором, разберем каждая деталь, как работает, за что отвечает, мы проверим, будем их менять, пробовать, что, где, за что, как бы в этой схеме влияет на что и как она работает вообще. Также пишите, если вас интересуют более сложные схемы с операционными усилителями, точнее, наверное, они даже более простые в объяснении, как они работают. Но для начинающих я бы рекомендовал вот эту схему. Попробуйте ее. Я думаю, она вам понравится. Также всех приглашаю в мой телеграм-канал. Там есть чат, где идут часто бурные обсуждения разных схем. Эта схема тоже недели 2, наверное, бурно обсуждалась. Поэтому, кому интересно, кто хочет даже там предложить свои схемы на обсуждение, вопросы какие-то, помощь спросить, связанную с электроникой, всех приглашаю туда. Понравится, подпишитесь. Также, если кому интересно уже готовые электронные нагрузки, они тоже сейчас шикарные, производятся в Китае. Ссылку я дам ниже. Но это уже более серьезные варианты. И как бы для начинающих все равно лучше попробовать сначала собрать что-то своими руками. Маленькое, простое и удобное. На этом всем пока.